Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео я предлагаю вам связать вместе со мной вот такую девочку. Она из серии цветочков. Первая у нас была колокольчик, вторая, думаю, как легко догадаться, это подсолнушек. Куколка получилась не маленькая, и ее рост от ножек до макушки, я считаю, вместе с шишечкой 25 сантиметров. Скорее всего, это будет самая высокая девочка из серии. Но вяжется при этом она совершенно несложно. Сейчас я вам о ней подробнее расскажу. У нее идут съемные туфельки. Вот так они выглядят. Вот такие у куколки ножки. Далее идет съемное платьюшко. И вот так выглядит фигурка. Голова у нее поворотная, на нитяном креплении. Сверху у нее вот такой цветочек, который тоже съемный. Его можно убрать при необходимости. Волосы, челочка вышивается. Все это мы подробно с вами сделаем в видео. По материалам первую куколку я вязала из пряжи Alize Cotton Gold, номер цвета 832. Вот такой красивый натуральный оттенок. Вторую куколку я буду вязать из Yarn Jeans 07 цвета. Он идет уже более насыщенный, темный. Также нам понадобится пряжа Yarn Jeans белая, коричневая, это номер 70, желтая, номер 35 и зеленая. Этикетки у меня сейчас нет, но я оставлю в описании под видео, какой это номер. Крючок я вяжу кловером 2,25 мм, но говорят, что он маломерен, поэтому если вяжете обычным, то берите двоечку. Глазки на безопасном креплении 10 мм, черная ниточка Yarn Jeans, белая для оформления личика. Еще я использую вот примерно вот такого размера проволоку. Если у вас тонкая, можно сложить ее в 2 раза, и лейкопластырь, чтобы обмотать эту проволоку и изолировать все острые концы. На этом все. Если я что-то не указала, спрашивайте в комментариях, я обязательно подскажу. Переходим к вязанию ручек и ножек. Сейчас мы будем с вами вязать ручки, но перед этим хочу обратить ваше внимание, что этот мастер-класс я снимаю на более темном фоне. И очень интересно мнение тех, кто вязал уже со мной в предыдущих мастер-классах на светлом. Мне кажется, что на темном вязание становится лучше видно, более такое оно контрастное, более понятно, что нужно делать, как именно столбики провязываются, чем на светлом фоне. Напишите, пожалуйста, как вам лучше воспринимается картинка на темном или на светлом фоне, и я учту это на будущее. Начинаем вязать руки, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо затягиваем. Начинаем вязать первый ряд. Первый ряд вяжется 6 прибавок. Это получается, что в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Провязали второй ряд. Теперь отмечаем конец ряда. Я всегда отмечаю последний столбик той же ниточкой, которая осталась в начале. Можно использовать нить контрастного цвета или маркер. Дальше следующие 3 ряда, 3, 4 и 5, провяжите по 12 столбиков без накида, без прибавок, без убавок. Просто вяжем по кругу 3 ряда. Провязали, вот такая деталь получилась. В следующем ряду, в 6-м, будем вывязывать пальчик. Провязываем 5 столбиков без накида. Первый,
второй, третий, четвертый, пятый. Далее вяжем в одну петлю 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. Смотрите, мы делаем накид, вводим крючок в следующую петлю, провязываем 2 петли на крючке. Снова делаем накид, в эту же петлю вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем первые 2 петли. Это мы сделали 2 пока столбика с накидом. Третий в эту же петлю. Если вы не хотите большой пальчик, можете остановиться на 3. Но я всегда вяжу 4. Вот что у нас получается. 4 столбика с накидом, все на крючке, 5 петель провязываем теперь одной. Вот таким образом. Провязали пальчик. Теперь дальше вяжем 6 столбиков без накида. Получается, в следующую петлю провязываем первый столбик, желательно потуже. Пальчик немножко выворачиваем. Все, вяжем дальше. Второй столбик в следующую петлю. Третий. Четвертый. Пятый. И 6. Провязали этот ряд. Количество столбиков у нас осталось также 12. Следующий 7 ряд провязываем 1 столбик без накида, убавка, и так повторяем 4 раза. Вяжем 1 столбик, дальше провязываем убавку за передние полупетли. Далее снова 1 столбик и убавка. Третий раз вяжем 1 столбик. Убавка. И 4-й раз. 1 столбик. Убавка. Получилось в этом ряду 8 столбиков. И следующий 8 ряд провязываем 8 столбиков без накида. Первый. Можете добавлять потихоньку наполнитель. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. 6. 7. И 8 столбик. Добавляем наполнитель в нижнюю часть ручки, вяжем 9 ряд. 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Далее провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда 1 столбик без накида. Всего сейчас получилось 10 столбиков в ряду. Наполнитель я добавляю плотно, примерно вот до этого ряда. Получается, всю вот эту деталь я заполняю плотно. Дальше уже примерно такую же часть я добавляю наполнителя немного, совсем чуть-чуть. И третью часть, такую же, я совсем не наполняю. Вот смотрите, это по готовой ручке. Здесь нижняя часть плотно, здесь уже средненько, здесь сверху уже пусто. Сейчас мы вяжем 14 рядов. Это с 10 по 23, по 10 столбиков без накида. Провязали эти 14 рядов, всего на ручке получается 23. Дальше складываем ручку вот так. Сгиб у нас находится ровно над пальчиком. И смотрим, сколько нужно столбиков довязать до сгиба. У меня это 2 столбика. Первый,
второй. Если у вас вязание смещается сильнее, то, возможно, вам понадобится провязать чуть больше столбиков. Вот теперь складываем ручку, видим то, что сгиб как раз на уровне пальчика. Так, теперь нам нужно с вами провязать всего 5 столбиков, захватывая первую часть и вторую часть столбиков. Вот так это выглядит. Подхватили первый столбик, дальше второй, третий, четвертый и пятый столбик. Воздушная петля, нить вытягиваем и обрезаем. Вот такая деталь у нас получилась. Ручки вяжутся одинаково, поэтому вторую вяжем точно так же. Так, начинаем вязать мы ножку снизу вверх. Начинаем белым цветом, если вы вяжете носочек. Если не без носочка, то обычным телесным. Набираем 5 воздушных петель. Вторая, третья, четвертая, пятая. Со второй петли от крючка провязываем прибавку во вторую петлю. Далее вяжем 2 столбика без накида, по одному в каждую следующую петлю. Первый, второй. И теперь в последнюю петлю провязываем 4 столбика без накида. Первый, в эту же петлю второй, в эту же петлю третий и в нее же четвертый столбик. По второй стороне цепочки провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Закончили первый ряд. Получилось всего 12 столбиков. Теперь последний столбик в ряду я отмечаю ниточкой, которая у нас осталась от начала вязания. Можете использовать маркер, дополнительную нить контрастного цвета. Следующий ряд вяжем второй, провязываем прибавку. Первый столбик, в эту же петлю второй. Прибавку провязали, дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй, в следующую третий. Далее подряд провязываем 4 прибавки. Первая, вторая, третья, и четвертая. Вяжем снова 3 столбика подряд. Первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий. Последнюю петлю провязываем прибавку. Закончили второй ряд, получилось 18 столбиков. В третьем ряду провязываем подряд 2 прибавки. В первую петлю вяжем прибавку и во вторую также прибавку. Дальше вяжем подряд 3 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй и в следующую третий. Теперь провязываем 1 столбик без накида прибавка 4 раза. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Это провязали первый раз. В следующую петлю 1 столбик, прибавка. В следующую второй раз. Третий раз также вяжем 1 столбик, прибавка, и четвертый раз провязываем 1 столбик, прибавка. Дальше провязываем 3 столбика без накида. Первый,
в следующую петлю, второй, в следующую третий. И вяжем 2 прибавки. В первую петлю прибавка и во вторую. Закончили вязать третий ряд, получилось 26 столбиков. В четвертом ряду мы провязываем 26 столбиков только за заднюю полупетлю. Первый, второй, переднюю петлю оставляем, не провязаны, третий, четвертый, пятый, и так до конца ряда. Провязали. В пятом и шестом ряду провязываем также 26 столбиков без накида, но уже захватывая полный столбик. Получается и переднюю, и заднюю полупетлю вместе, как обычно мы вяжем. 2 ряда по 26 столбиков. Провязали. В седьмом ряду вяжем убавку. Я вяжу ее, захватывая только передние полупетли, так она становится менее заметная. Далее провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вяжем подряд 5 убавок. Первая, вторая, третья. Третья убавка, обратите внимание, она располагается ровно посередине носочка. Четвертая и пятая. Далее провязываем снова 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Снова провязываем убавку. Теперь давайте расскажу вам момент, который многие знают, но некоторые не знают, как именно это сделать, поэтому, думаю, вам будет полезно. Смотрите, если у вас вязание идет с перекосом, получается не ровно столбики друг на дружку, а уходят в правую сторону, то провязывайте столбики смещения. Например, когда вы провязали 6 рядов и видите, что у вас вязание немножко уже пошло в сторону, вы в конце 6-го ряда провязываете 1 столбик без накида и переставляете маркер. И его считаете теперь последним или первым столбиком, в зависимости от того, как вы переставляете маркер, куда именно. Потому что вот я делаю всегда на последний столбик, знаю, кто-то считает первый столбик. В общем, провязали 1 столбик, маркер переставили. Таким образом делаете каждые 3-4 ряда, в зависимости от того, насколько сильно идет перекос. И выравниваете, чтобы столбики у вас сложились как нужно. Вот, например, здесь было 5 убавок, они располагались ровно посередине, спереди носочка. 2 убавки располагались ровно сзади на пяточке. Первая и в конце ряда вторая. Так, я возвращаю свой маркер обратно на 1 столбик назад. Все, провязали 7-й ряд, у нас получилось 19 столбиков. Теперь вяжем ряд 8. Провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем подряд 4 убавки. Первая, вторая,
третья, и четвертая убавка. Далее довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Получилось сейчас в этом ряду 15 столбиков. В следующем 9 ряду провязываем убавку. Одиннадцать столбиков без накида. Первый, второй, 10, 11 и снова провязываем убавку. Получается 2 убавки со стороны пяточки. В 10 ряду провязываем 13 столбиков без накида. Можно уже добавлять наполнитель. Я сделаю это чуть позже, потому что будет мешать мне вязать на камеру. Наполняем ножку, вяжем следующий ряд. 11. Провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем прибавку. Получается сбоку ножки располагается прибавка. Далее провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И снова провязываем прибавку с противоположной стороны ножки от первой прибавки. Довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика. Первый, второй и третий столбик я не довязываю до конца, вытягиваю нить и оставляю 2 петли на крючке. Теперь белую нить выводим на лицевую сторону и не обрезаем ее, просто оставляем. Берем нить цвета тела и довязываем этот столбик уже бежевой ниточкой. Следующий ряд, 12, провязываем за заднюю стенку петель. Вот у нас передняя и задняя полупетля. Мы захватываем только заднюю и провязываем 15 столбиков без накида. Первый, второй. Переднюю оставляем, она нам понадобится для обвязки. Третий столбик, четвертый, пятый. И так вяжем до конца ряда. Довязали этот ряд, добавляем наполнитель, формируя спереди полукруглую форму носочка. Следующий ряд провязываем уже за обе стенки, за полный столбик. Провязываем 13 ряд, 15 столбиков без накида. Вот смотрите, как у меня идет маркер от низа ровно вверх. Если у вас уходит в сторону, опять показываю, вдруг там было при белом свете, он всегда засвечивается, как не настраивая камеру, может быть, было не видно. Получается сейчас 15 столбиков в ряду. Вы просто провязываете дополнительный столбик смещения, переставляете маркер, при этом количество столбиков в ряду у вас остается прежним, также 15, ничего не меняется. Просто именно изменили конец и начало ряда, чуть-чуть сместили. Все, закончили мы вязать 13 ряд. В 14 ряду провязываем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10,
11, 12, 13, 14 столбик и провязываем прибавку. Получилось сейчас в этом ряду 16 столбиков. И следующие 3 ряда, 15, 16 и 17, провяжите по 16 столбиков без накида. Провязали, добавили наполнитель. Давайте теперь вернемся к белой пряже и сделаем обвязку. Провязываем в последний столбик соединительный, делаем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Дальше в следующую полупетлю провязываем соединительный столбик. Снова 3 воздушные петли. И в следующую соединительную также, следующую полупетлю переднюю также провязываем соединительный. 3 воздушные петли, соединительный столбик. Так чередуем весь ряд. Довязали, теперь вяжем последний соединительный столбик. Делаем воздушную петлю и нить вытягиваем, обрезаем. С помощью иглы прячем хвостик через наполнитель, с другой стороны ножки выводим. Все, обвязку ботиночка мы сделали. Обрезаем все хвостики и вяжем дальше следующий ряд, 18. Провязываем 14 столбиков без накида. Первый, второй, 13 и 14. И провязываем убавку. Всего в этом ряду получилось 15 столбиков. И в 19 ряду провязываем 15 столбиков без накида. Проверяем снова расположение последнего столбика. Нужно, чтобы он заканчивался ровно посередине пяточки. Если нет, то провязывайте дополнительные столбики смещения, потому что сейчас мы будем вывязывать коленочку. Она ровно спереди посередине. Провязываем следующий ряд, 20. Вяжем убавку. 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Далее подряд вяжем 3 прибавки. Первая, в следующую петлю вторая и в следующую петлю третья. Вот эти 3 прибавки, это и есть коленочка. Снова вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Провязываем убавку. Закончили этот ряд. Следующий, 21, вяжем 16 столбиков без накида. Первый и 16 столбик. В 22 ряду вяжем прибавка. (14 столбиков без накида). Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14 столбик. И довязываем в последний столбик прибавку.
закончили этот ряд. Получилось 18 столбиков. Следующие 3 ряда, 23, 24 и 25, провяжите по 18 столбиков без накида. В 26 ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем прибавку. Далее провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Получилось в этом ряду 20 столбиков. Следующие ряды 27 и 28 провяжите по 20 столбиков без накида. Провязали 2 ряда. Во втором ряду последний столбик не довязываем, оставляем 2 петли на крючке и меняем нить на белую. Коричневую обрезаем, хвостики ввязываем. Следующий ряд 29, провязываем 20 столбиков без накида белым цветом. Первый, второй, третий. Провязали 29 ряд, наполняем ножку, формируя все ее изгибы. Это коленочка здесь. Обратите внимание, какая у нее форма. Дальше вяжем следующий ряд 30 по-разному для 2 ног. Сейчас мы держим в руках первую ножку, которую вот только что связали. Получается, складываем деталь. Носочек у нас смотрит вперед, ровненько. И нам нужно провязать 30 ряд с вами не до конца, а вот до этого сгиба. Получается, мы провяжем не 20 столбиков без накида, а примерно 16 или 17. Давайте попробуем, сколько у меня выйдет. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 столбик. Теперь давайте посмотрим. Складываем ножку. Все как раз 16 столбиков. 16 столбик находится ровно на сгибе. Все ровненько. Вяжем соединительный столбик в следующую петлю. Воздушная петля. И нить вытягиваем, обрезаем. Вот что получилось. Это первая ножка. Теперь вяжем точно так же вторую, за исключением последнего 30-го ряда. Дальше я покажу, как мы ее провяжем. Вот у нас с вами готова вторая ножка. Теперь нужно будет ее точно так же сложить, как и первую, но провязать не до вот этого сгиба, а до следующего. То есть мы сейчас провязываем полный ряд из 20 столбиков и плюс еще примерно столбиков 5, может быть 6-7. Сейчас тоже проверим это. Вяжем полный ряд на второй ножке. 20 столбиков без накида. Это делается для того, чтобы потом при ввязывании не получилось так, что одна ножка короче другой. Все, довязали 20 столбиков. Теперь вяжем до сгиба. Еще плюс 1 столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Складываем детали и смотрим.
Да, как раз ровно на 6-м столбике мы оказываемся на сгибе. На второй ножке нить не обрезаем. Продолжим вязать тело. И вот теперь смотрите, что у нас получилось. Вот так выглядит первая и вторая ножка. Вот так это смотрится сзади. На второй провязано уже чуть больше, чем на первой. На этом в первой части мы заканчиваем. Дальше во второй части продолжим с вами вывязывать тело. Не обрезайте нить на второй ножке. Еще раз напомню, вдруг не услышали.